Всем привет, вы на канале SuperKit. Данный комп уже был у меня в видео. Чуть больше года назад, когда в нем посыпался старый винт, я менял его на новый, добавлял оперативную память и SSD. Но вот где-то как раз через год у компа возникла проблема. Ни с того ни с сего он стал уходить в перезагрузку. Причем после включения, если вообще ничего не делать, то вроде бы он работает. Но как только нагрузка, причем даже при просмотре онлайн-видео, то ребут. Первое, что лично мне пришло на ум, это что-то перегревается. Но на самой системной плате визуально никаких проблемных мест не наблюдалось. И несмотря на очень даже нормальные температуры всего, чипсет и видяху я все же перемазал заново. Тем не менее, это не помогло. В AIDE видно, что блок питания выдает нормальные напряжения. Ничего не остается думать, как какое-то из комплектующих барахлит. И тогда я решил совершить тесты, оставив поочередно по одной из двух планок памяти. И попал куда нужно. Когда-то этот комп покупался с планкой памяти DDR3 2 гигабайта. Год назад я докупил к ней планку 4 гигабайта, и вот сейчас выяснилось, что планка со времен сборки компа на 2 гигабайта стала давать ошибки. Естественно, я также чистил контакты на планках оперативной памяти, потом пробовал менять их местами, но это все не дало никакого эффекта. Пока планка на 2 гигабайта вставлена, что одна, что в паре в любом из слотов, при нагрузке даже от AIDE с помощью теста системы, в том числе и по памяти, происходит сбой. Как только этой планки памяти в компе нет, то и проблем нет. Не вижу смысла проверять дополнительным м-тестом, по-моему, все очевидно и так. Поскольку 4 гигабайта оставшихся это крайне мало, я докупил еще одну планку на 4 гигабайта. Планка фирмы Team, я уже такую покупал для другого компа, работает абсолютно нормально. Совместный тест двух планок по 4 гигабайта никаких проблем даже после весьма длительного теста не выдавал. На этом ремонт можно считать оконченным. Меня под видео с тестами SSD или жестких дисков, а таких тестов накопителей разных стандартов уже сделано немало, неоднократно спрашивали о том, жив ли еще купленный тот или иной твердотельник или винт или нет. Пока все, что я покупал и все, что тестировал, во всяком случае из тех экземпляров, о которых мне известно, а это почти все, из строя ничего не выходило. Так же, как и в этом компе, конкретно для которого я покупал SSD Goodrum CX300 на 120 ГБ и HDD Toshiba P300 на 1 ТБ, все работает как нужно. А поскольку комп у меня, то показываю, как чувствует себя SSD-шник и винт спустя год работы. Как видите, сработано 3334 гигабайта, что фирменная программа от Goodrum воспринимает как потраченных 5% ресурсов жизни. По скоростям работы также ничего не изменилось. Скорость SSD ограничена SATA 2 в данном компе. Также добавлю, что пользуется компом абсолютно среднестатистическая семья с парой детей, которые в свободное время зависают на компе. Да и их родители уже давно и телевизионные программы смотрят здесь также. Более того, файл подкачки из-за малого объема АЗУ я не отключал, и поэтому SSD нагружался не ниже среднего. По времени работы SSD и жесткого диска можно видеть, что за год использования комп включен около 8 часов в сутки, если считать, что работает он каждый день без выходных. Очень даже не маленький показатель, особенно если учесть, что люди еще спят, работают или учатся, а также имеют какие-то другие занятия в жизни, кроме использования компьютера. Так что думать, что с компа сдувают пылинки и не включают его, не стоит. Во всем остальном комп хозяев устраивает, поэтому более здесь менять и добавлять я не собираюсь. С
Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!